Представители знака зодиака Весы, здравствуйте, мои дорогие! Таро на неделю с 29 июля по 4 августа. События ближайшего будущего. У нас сегодня колода карт Таро добра. И значение, образы карт подается с позиции позитивной психологии. Жизнь, безусловно, не бывает полностью предсказуема. Но давайте мы рассмотрим варианты, как альтернативные варианты или как видят карты, какие энергии будут преобладать для вашего знака зодиака. Для тех, кому интересно, приглашаю на свой сайт, там планетарный гороскоп, не про карты, ух ты, зов. У вас что-то очень значимое решается, возможно, на этой неделе и не только. Старший аркан, зов. Или он соответствует аркану страшный суд. Но эта колода, она немного с другими значениями. Это карта успеха. Вот что-то, может быть, в пространстве, во Вселенной, может быть, как раз как альтернативный вариант на этой неделе, мои дорогие весы, это, знаете, как лед тронулся, назовите так, или когда прежде что-то не получалось осуществить, а вот здесь появляется динамика. Конечно, от самих нас будет очень многое зависеть, мы в динамике живем или мы чего-то ждем. В принципе, ожидание, оно может быть полезно, в значении только, к примеру, терпения в тех вопросах, которые от нас не зависят. Мы идем оформлять документы или мы что-то согласовываем. Вот там нам приходится ждать, потому что есть какой-то регламент прописанный. Или есть какие-то законы, мы тоже вот на них не влияем. Вот тут да, тут в хорошем смысле настойчивость. Мы понимаем, что да, этот период четкий как бы идет по своей градации времени. И мы дожидаемся какого-то результата или документа, идем дальше. Но не бездействуем вот в этом плане. Поэтому используйте это время и планетарно, ведь правда, прочитайте, зайдите на мой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео. Есть гороскопы помесячные, есть и до конца 2024 года. Сверьте, мои дорогие весы, ваши намерения, планы, то, что вы хотите осуществить с небесным расписанием, с расписанием звезд, подсказками. Итак, что важно знать в нашем еженедельном традиционном раскладе для вас, мои дорогие весы? Какова эта неделя? Чего не избежать или неожиданности возможные? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Это у нас будет дело, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь, как видят карты. Что же будет важно? 4 воздуха. Знаете, вообще не торопитесь. Есть какая-то, может быть, и апатия для кого-то, буквально выйти из какого-то состояния ничего не делания, правда? Для кого-то из вас эта карта будет еще говорить о, тем не менее, настойчивости. По этой карте мы, пусть не в этой колоде, но мы складываем оружие, мы никому ничего не доказываем. И главное, занимаемся собой, своими делами. Для кого-то из вас это может быть подсказка «займись собственным здоровьем». И кто-то буквально, может быть, не решались пойти к стоматологу. Мои дорогие весы, правда, бывает такое, ну, откровенно говоря, не самые приятные ощущения нам дают посещение этих докторов, но совершенно необходимо, может быть, туда отправиться. Или пройти какое-то обследование. По этой карте мы не торопимся никуда. Это вот мы и не выжидаем, но как-то идет все своим чередом. Не убыстряем события. Но, знаете, вот иногда такой неспешный ритм нам помогает как раз и увидеть какие-то новые возможности. Эта карта в этой колоде карт и есть исцеление, медитация, отдых. Самое главное – восстановление сил. Вот для вас восстановить жизненные силы. Приоритет на этой неделе, так видят карты. Неожиданности. Ух ты, правосудие. Всегда по аркану правосудия есть значение причины и следствия. И значит, если вы, к примеру, кому-то помогали, то на этой неделе какой-то ваш вопрос решится положительно. Не обязательно руками того человека, кому вы оказывали помощь.
это может быть осуществлено каким-то другим образом. Пространство, Вселенная откликается на нашу доброту, как будто мы получаем по заслугам, мы забираем наше. Если мы, конечно, что-то сделали не так, тут мы тоже можем столкнуться с какой-то проблемой, когда придется это решать. Но, безусловно, вот в этой колоде карт, посмотрите, как ангел нам изображен. Если причина и следствие, то вот в этой колоде это карма, судьба. И вам перевернулся 20-й старший аркан еще до того, как мы вообще какие-то карты достали. Поэтому для вас какая-то очень важная неделя, когда именно, может быть, ваше где-то прошлое или ваши какие-то заслуги возвращаются к вам сторицей. Поэтому закон равновесия на этой неделе будет на вас влиять самым, что на не есть, активным образом. Что посеешь, то и пожнешь. Но где-то и на будущее, если мы говорим, нужно быть внимательным как и к собственным мыслям, но и к вашим действиям. То есть видеть на пару шагов вперед определенно стоит. Конечно, у кого-то могли уже быть из вас вопросы, конкретно связанные с судом. И тогда какое-то решение вы можете получить на этой неделе или уже видеть более конкретно, чем закончится последнее, к примеру, да, заседание, в каком ракурсе это будет рассматриваться. Это может карта свидетельствовать еще и о том, что вы пойдете что-то согласовывать, может быть, с чиновниками, или будете обращаться к юристу. Вы можете обращаться к адвокату, нотариусу, или узнавать, как в отношении вас работает закон, может быть, искать саму по себе информацию, и такое тоже может проиграться. Чему сейчас не время? Я бы сказала, много работать. Все же восьмерка Земли прекрасная карта, одна из лучших в колоде на деньги и на работу. Безусловно, у нас еще период летний, у кого-то отпуска, и это может совпасть. Вот как раз все эти карты. И тем не менее, даже в отпуске у кого-то могут, ну, как известие прийти, что есть какое-то дело или тема, когда вам придется уделить чему-то внимание. И вы можете искать информацию с учетом аркана правосудия. Но все же, в значении карт «чему сейчас не время» много работать, это верно. Или ставить перед собой какие-то грандиозные планы. То есть по деньгам, по работе не переусердствовать в плане как и трат, так и каких-то обязанностей. Давайте посмотрим, что же вам будет помогать. Какая-то реальность по тройке воздуха. Вот у нас ангел практически уходит. Иногда по этой карте и может проходить как раз конкретный уход, расставание, увы, как будто помогает. Может быть, это расставание с какими-то сложными ситуациями или что помогает. Исход какой-то ситуации вообще или какого-либо дела завершается, и где-то аркан правосудия тоже об этом говорит. Но ведь это в позиции, что вам помогает, и у кого-то какая-то сложная ситуация будет завершаться. У кого-то завершаются сложные дела в суде. Или у кого-то, мы сказали по четверке воздуха, карта выздоровления. Вы выздоравливаете, завершается долгий период реабилитации, болезни, восстановления сил на самом деле. И здесь дух срывает где-то наши планы, правда? И карта говорит, старое должно завершиться и уйти. Есть какие-то сожаления, видимо, на этой неделе, но вы на это посмотрите где-то с позиции, что вам как камень с плеч, гора с плеч. Потому что вот по правосудию действительно закон кармы. Какая-то ситуация вас оставляет, мои дорогие весы. Может быть, какое-либо сожаление, что что-то я не смог осуществить. Так вот, я хочу сказать, что если даже вы на этой неделе видите, что да, был у меня проект, но он не свершился, вы с легким сердцем его оставите и скажете, да и не надо, вот у меня сейчас какие-то другие интересы, какая-то перезагрузка у вас происходит на этой неделе, и если не буквально выздоровление, то, знаете, как ментальное выздоровление, это точно, вам будет радостней на этой неделе. Что скрыто? Перемены идут. Аркан колесницы – это всегда про перемены, и в этой колоде это карта успеха.
Поэтому какие-то, как последние штрихи, последние аккорды могут быть на этой неделе. Или когда вы расставляете все точки над «и». У кого-то буквально, если период реабилитации, какие-то, может быть, последние процедуры, которые вам добавляют как раз жизненных сил или восстанавливают ваше здоровье. По аркану колесница на вас влияют, это правда, может быть для кого-то либо ваша поездка, которую вы можете планировать, но это еще пока планы, это то, что скрыто, или какой-то человек к вам собирается приехать. И что-то вы здесь будете планировать. Вообще в этой колоде карт еще нам говорят про победу. И очень интересное значение. Я падал, но поднимался вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. Вот интересная такая, я обычно привожу дословно по этой карте это значение, потому что в других колодах нет такого значения. То есть подразумевается какой-то прежний диссонанс или в чем-то проигрыш, но вот теперь все идет на подъем, поэтому что-то вам отпускать придется, вот как будто так. И причем, скорее всего, это какой-то негатив, мои дорогие весы, или какие-то разочарования. Может быть, какой-то был по тройке воздуха, ведь часто бывает, пусть не в этой колоде, мы говорим разбитое сердце. Но это не новая ситуация, это то, что прежде было с нами, то, что нас не просто разочаровало, а как сгусток боли в нас остался. И вот теперь это здоровое равнодушие, как я уже сказала, если что-то уходит, или, может быть, какие-то планы не совершаются, а нам уже и не хочется этих планов. Мы уже какие-то за это время другие стали. И у нас другие приоритеты, другие интересы. Поэтому вот действительно перезагрузка. Давайте посмотрим по основным сферам жизни. Паш воды, прекрасная карта вдохновения, молоденькая русалочка, девочка. Хорошее настроение, поэтому все вопросы у вас должны решаться, ну, как на раз и. И несмотря на то, что правосудие вверху, правда, вот камень сердца с души или, как, знаете, гора с плеч. Вот вам что-то происходит на этой неделе, когда вам больше воздуха, больше свободы, больше каких-то ваших планов, которые вас вдохновляют, и вы мечтаете что-то осуществить. И по пажу воды это открытость, это невинность, мои дорогие. Есть еще, пусть у вас это выпало на работу, но кто знает, может быть, это через работу. Начало новой близости. Вот есть такой момент. И поэтому, если мы говорим про взаимоотношения или какую-то не очень веселую вашу личную историю, можно на этой неделе познакомиться. Но мы для этого не должны находиться в замкнутом пространстве, как минимум выйти судьбе навстречу. Для кого-то из вас, может быть, нам карты не говорят, что это что-то надолго, но вдохновиться чем-то, как комплименты какие-то или позитивные эмоции в ваш адрес, вот это может быть. И вполне вероятно, у кого-то это даже может быть совершенно случайно, вы пошли в инстанции, какие-либо решать свои вопросы, и вы можете случайно даже познакомиться. Или это иногда бывает, знаете, как диалоги с людьми, которых мы не знаем. Иногда это бывает как раз в дороге, когда мы едем, может быть, на день-другой отдыхать, или не столько отдыхать, сколько поменять немножко наше пространство для самих себя, вот такую перезагрузку. И глядя в вагон отъезжающего поезда, например, или пусть это автобуса, мы смотрим, как мелькают за окном пейзажи. И вот эти попутчики, которых, возможно, мы никогда больше не увидим, они создают некую ауру легкой беседы, когда мы можем выговориться. И у кого-то из вас вот что-то подобное, но тут действительно для вас какой-то позитивный момент может быть совершенно в чем-то случайном. Деньги. Хотя сказали, деньги не тратим, правда, не тратим на самые какие-то необходимые траты, понятно, которые мы осуществляем каждый день. По пятерке воды может быть разочарование. Всегда вот карта нам, кстати, и говорит, выплесни те эмоции минусовые или какую-то печаль. Позволь этой печали нахлынуть. Позволь выплакать свое горе. Вот буквально говорит об этом карта. И тогда вот эти эмоции,
они, жизнь наша, как волна морская. Так вот эти эмоции, они как волна на вас нахлынут, и точно так же они отойдут, канут в лето. Поэтому не бойтесь своих эмоций. Как ни странно, это выпадает на деньги. Вы можете что-то подсчитывать. Или, может быть, для кого-то из вас прежние какие-либо траты, потому что нам ведь говорят, что помогает. Какая-то ситуация из прошлого. И все ведь арканы нам как раз тоже говорят о том, что вы как прощаетесь на этой неделе с прошлым. Или какая-то деталь, какой-то пункт, может быть, через взаимоотношения, может быть, и решение какого-то финансового вопроса, который тоже уходит на второй план, и вы будете вспоминать только как ситуация, которая с вами когда-то была, причем будете вспоминать без эмоций. И у кого-то это может проиграться через деньги, поэтому отпускайте. Деньги есть, деньги будут, нам об этом сказали. Может быть, с учетом того, что был какой-то прежний минус по финансам, вам и самим не очень захочется во что-то вкладываться или куда-то инвестировать, или вкладываться в какой-то новый проект, потому что, опять же, не захочется проигрыша. А те деньги, которые приходят, вам, скорее всего, захочется очень тщательно посчитать. Есть у меня такие подозрения. Так, и что же в личной жизни? Паш огня. Ух, импульс. И правда, у кого-то может быть новая встреча. Посмотрите, 2 пажа. И если мы сказали новая близость или новые отношения, и пусть это на работу, на дела, а паш огня – это на личную жизнь, это желание жить, желание нравиться, желание совершить какую-то, может быть, поездку или реализовать какой-то проект. Но пока по этой карте нет активности. И я могу предположить, для тех, кто в паре, могут быть и вопросы, связанные с вашими детьми. Вполне вероятно, вам придется участвовать в жизни своих детей. Но есть еще по этой карте такое, знаете, как начало какого-то проекта. Вот, может быть, к чему сейчас не время вкладываться, не время. Нужно что-то продумать, найти информацию, как это будет работать, куда-то не торопиться. Уделить внимание своему отдыху, своему здоровью, восстановлению сил. Это все будет важно. Где-то узнать, может быть, как работают в отношении вас законы, если ваш новый проект как раз и связан с тем, что вам придется что-то согласовывать. И так тоже может проиграться. Какая-то авантюра, мои дорогие. И у кого-то с новым знакомством тоже ведь это может быть связано. Поэтому тут не загадывать на далекий срок. Но допустить, что жизнь как раз не бывает полностью предсказуема. Быть открытыми миру, новым знакомствам, новым контактам, каким-то новым возможностям. И это приносит вам как и хорошее настроение, так и постепенно, не случайно аркан колесница, это пока в позиции скрыто. Но, может быть, вас на этой неделе карты приглашают немножко вдохновиться, как будто ослабить для себя самого некоторые удерживающие моменты и позволить допустить, что даже если были какие-то минусовые ситуации прежде, то теперь судьба находит выход. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.